Глава 746. Битва за разрушение формации. Часть 8. Ханьли радовался, увидев захваченную медную лампу. В этот момент на лице женщины в зеленом отразилось отчаяние. В одно мгновение ее лицо побледнело и наполнилось яростной тревогой. Вскоре после этого она подняла руки, разметая белый туман вокруг себя. Белый лотос под ней начал бешено вращаться, создавая мираж из множества лотосов, который выглядел таким же огромным, как гора. Как только белый свет, захвативший лампу, превратился в облако, гигантский лотос бросился в погоню за ним. Затем фиолетовое облако превратилось в большую пурпурную сеть и опустилось. В следующее мгновение лотос ударил по сетке, выпуская сияние фиолетового и белого света. За ним послышалась усмешка серебряной луны. Как только пурпурная сеть была активирована, белый свет исчез, являя серебряную луну. Она смеялась, держа древнюю цветочную корзину. Ее тело сверкало ярким белым светом, поскольку в руке она крепко сжимала медную лампу. Уничтожив духовное чутье женщины в зеленом, лампу мог использовать другой человек. Но прежде чем Ханьли пришел в себя от волнения, силуэт пошатнулся в направлении его и заметил, как Ханьли, а также и женщину в зеленом, вовлеченную в битву. Силуэт закричал Ханьли в панике: «Господин Хань, скорее, убегайте! Прибыл божественный мудрец Мауланий. Он уже убил господина Лу. Скорее, убегайте!» Этот силуэт принадлежал старику Ма, но его волосы были растрепаны, а одной руки не хватало. Божественный мудрец Мауланий. Ханьли почувствовал, как его сердце ушло в пятки, услышав это. Не успел он спросить об этом, как старик Ма вспыхнул вспышкой белого света, не осмеливаясь оставаться на месте слишком долго. Но в этот момент раздался безразличный мужской голос: «Ты опоздал. Я уже нашел тебя. Ты решил потерять руку, чтобы спастись самому, но давай проверим, есть ли у тебя другие секретные приемы. Не думаю, что твоя рука была не настоящей, да? Если нет, то действительно заслуживаешь уважения. А разве это не моя первородная сверкающая лампа? Ты хитрая лиса, но кишка у тебя не тонка. Как такая маленькая лиса, как ты, посмела украсть сокровище племени Мауланий?» Слова были произнесены так быстро, что вскоре достигли ушей лисы. Полоска серебряного света выстрелила в море тумана так медленно, словно демонстрируя себя, мгновенно достигнув серебряную луну. Ее лицо было бледным, но она поспешно махнула рукой, активируя перед собой пурпурную сеть. В тот же момент она мгновенно сорвалась с места, не смея там дольше задерживаться. Серебряная полоса остановилась на мгновение, а затем превратилась в большую серебряную руку. Она насильно захватила фиолетовое облако и ударила в том направлении, в котором бежала серебряная луна. Серебряная луна метнулась в сторону в виде полоски белого света, когда ее внезапно поразил серебряный световой шарик, взявшийся будто из ниоткуда. Издав жалкий вопль, ее желтый свет исчез, и она упала с неба. Однако, стиснув зубы и превозмогая боль, она бросила Ханьли древнюю цветочную корзину полоской белого света. «Ты ухаживаешь за смертью!» Раздался гневный голос мужчины, и серебряная рука разделилась на две. Одна стала преследовать цветочную корзину, а другая продолжила гоняться за серебряной луной. Все это произошло со скоростью молнии. Серебряная луна побледнела от испуга, и она поспешно попыталась высвободить свою магическую силу, чтобы сбежать. Из ее тела вспыхнул серебряный свет, и она оказалась неспособной привлечь какую-либо магическую силу. Этот неожиданный удар из-за этого не только тяжело ранил ее, но и наложил простое ограничительное заклинание на ее тело. Хотя его можно было легко сломать, она была застигнута врасплох и не успела развеять его. Огромная серебряная рука приблизилась к ней с импульсом падающей горы, и она почувствовала, как ее сердце задрожало. Она только закрыла глаза, готовясь к смерти, как вдруг услышала гром. Почувствовав руку на своей талии, ей удалось избежать атаки серебряной руки. «Мы уходим». Ханьли внезапно появился и тут же исчез вместе с серебряной луной. Огромная серебряная рука схватила пустой воздух. В следующий момент Ханьли оказался в сотне метров, на краю тумана с угрюмым выражением лица. В одной руке у него была серебряная луна, а в другой — огромный меч, пылающий лазурным и фиолетовым пламенем. Молниеносное движение. Из огромной серебряной руки раздался изумленный голос. Другой руке удалось захватить цветочную корзину. Затем две серебряные руки объединились по вспышке яркого света и исчезли, являя воина-заклинателя среднего возраста в одежде ученого. Он держал одну руку в фиолетовом облаке, а в другой держал древнюю цветочную корзину. Он спокойно смотрел на Ханьли. Когда старик Ма появился, его лицо стало смертельно бледным, и, несмотря на свет, который непрерывно пульсировал на его теле, он не осмелился бежать.
Взгляд Ханьли вспыхнул, и он внимательно осмотрел культиватора, которого видел впервые. Помимо немногих культиваторов, которые достигли стадии божественной трансформации, культиваторы поздней стадии зарождающейся души были пиковыми существами в мире культивации. В этот момент воин-заклинатель средних лет оглянулся и увидел женщину в зеленом по имени Ле. Взмахнув рукой, он бросил ей древнюю цветочную корзину с медной лампой внутри нее. Большое спасибо за помощь божественного мудреца Чжун. Если бы брат Чжун не пришел. Женщина в зеленом была в восторге от того, что ей удалось вернуть медную лампу, и почувствовала огромное облегчение. Даже такая высокомерная и холодная личность, как она, столкнувшись с одним из 3 божественных мудрецов Мауланей, не осмеливалась случайно оскорбить его. Мужчина средних лет в одежде ученого спокойно сказал: «Пустяки. Я просто услышал, что культиваторы Небесного Южного региона послали подкрепление к этой великой формации. Услышав о смерти Небесного Плача, я разволновался и решил лично взглянуть на происходящее. Было бы лучше дать людям из великого государства Цзин разумное объяснение, поскольку мы в настоящее время связаны с ними. Но поскольку наш враг способен использовать молниеносное движение, неудивительно, что даже у мудреца Ле возникли с ним проблемы». Затем он повернулся, взглянул на Ханьли и спросил: «Эта маленькая лиса твоя? А ты смел, раз решился противостоять сокровищам нашего племени Мауланей? Раз ты ее хозяин, то будет лучше разобраться с вами обоими разом». Ханьли прищурился и сделал глубокий вдох, а затем фыркнул и ответил ледяным голосом: «Твой тон довольно высокомерен, но даже если бы мы не коснулись этой лампы, разве ты бы позволил нам уйти просто так? Не знаю, хватит ли у тебя сил забрать мою жизнь». Когда ученый услышал это, его взгляд пронесся мимо огромного меча в руке Ханьли. На его лице появилось удивление при виде того, как лазурное и фиолетовое пламя переплелись между собой, но вскоре он усмехнулся, проигнорировав это. Прошло много лет с тех пор, как последний раз культиватор осмелился сказать это мне. «Мудрец Ле, оставляю на тебя однорукого культиватора, и я сам разберусь с твоим молодым другом, который может использовать молниеносное движение. Посмотрим, как долго он сможет продержаться». На лице мужчины появилось злобное выражение. Его тело внезапно размылось, и с обеих сторон вспыхнул серебряный свет. Внезапно рядом с ним появились 2 его точные копии. Обе его копии уставились на Ханьли и смотрели на него таким взглядом, словно он был уже мертв. Ханьли почувствовал, как у него перехватило дыхание от страха. Он быстро охватил копии своим духовным чутьем и не смог найти разницы между 2 воплощениями и оригиналом. Будь то их аура культивации или внешности, различий не было совершенно никаких. Несмотря на страх, который он почувствовал в своем сердце, Ханьли похлопал лисицу по плечу и быстро что-то прошептал ей. Серебряная луна послушно кивнула. Развеяв ограничения на своем теле, она вернулась в форму маленькой лисы в мгновение ока и шмыгнула в рукав Ханьли. В этот момент 3 мужчин в одежде ученого взмахнули рукавами и стали медленно направляться к Ханьли. Их движения были расслабленными, но за 3 шага они уже оказались в 30 метрах от Ханьли. Выражение на лице Ханьли тут же изменилось. Он взмахнул крыльями без промедления и исчез из поля их зрения. «Ты пытаешься сбежать?» Ученый посередине проговорил с усмешкой. Затем все 3 сверкнули серебряным светом и последовали за Ханьли расслабленным шагом. За 2 шага в воздухе все 3 исчезли. Когда побледневший старик Ма увидел это, он внезапно прибавил скорость и рассек небо, превратившись в полоску белого света. Женщина в зеленом ухмыльнулась при виде этого и сделала жест заклинания руками, а затем начало преследование старика. Она больше не беспокоилась о Ханьли, зная, что божественный мудрец лично гонится за ним. Кроме того, этот старый культиватор не был способен к молниеносному движению, поэтому он определенно не смог бы сбежать от нее. Между тем, великая формация в этом регионе уже не была такой эффективной без культиваторов зарождающейся души. Его ограничительные заклинания можно было легко рассеять. В пустынной местности глубоко в ночи мерцали вспышки света, и каждая вспышка показала фигуру обезумевшего Ханьли. Он то и дело оглядывался назад с возмущенным выражением на лице. «Серебряная луна, сколько дней мы бежим?» В голове Ханьли раздался голос серебряной луны. «Кажется, около 4 дней. Если вы будете отдыхать более нескольких минут, тот культиватор на поздней стадии зарождающейся души тут же догонит нас. Неужели нет способа скрыться от его духовного чутья? Это слишком опасно. Хотя у вас есть тысячелетнее духовное молоко, чтобы восстанавливать свою магическую силу, вы почти исчерпали свою дьявольскую божественную молнию. Без молниеносного движения вы не сможете оторваться от него. Его способности находятся на одном уровне с вашим молниеносным движением.
Если бы не ваша мудрость и попытки запутать врага во время побега, мы бы уже начали жестокий бой. Хань Ли с усмешкой улыбнулся и обиженно сказал: культиватор на поздней стадии зарождающейся души может отслеживать нас в радиусе пары сотен километров. Хотя мое собственное духовное чутье выше, чем у культиватора средней стадии, оно все еще не дотягивает до уровня духовного чутья культиватора на поздней стадии. В конце концов, я все еще закончил изучать технику великого развития. Я не смог найти последние уровни техники. Как только это преследование закончится, я немедленно отправлюсь на Дальний Запад и с уверенностью найду последние части этой техники. Раньше у меня никогда не возникало таких проблем, потому что мое духовное чутье всегда превосходило моих противников. Но теперь мои руки связаны, я беспомощен, несмотря на все методы, которые я использую. Глава 747. Взрывная репутация. Серебряная луна смущенно пробормотала: может, мастер тогда использует кровавое теневое уклонение. За один раз вы сможете преодолеть более 50 километров. Так вы сможете освободиться от преследования его духовного чутья. Хотя Серебряная луна ничего не сказала о том, что Хань Ли ее спас, ее это глубоко тронуло, тем не менее, ее тон звучал обеспокоенно. Хань Ли, казалось, уже подумал об этом и криво усмехнулся: одного раза будет недостаточно. Мне придется использовать кровавое теневое уклонение, по крайней мере, 2 раза подряд, возможно, даже 3, и исчерпать всю оставшуюся божественную дьявольскую молнию за хорошие шансы на побег. Хотя моя магическая сила немного больше, чем у обычных культиваторов ранней стадии зарождающейся души, это по-прежнему весьма опасно. Даже если я выйду невредимым, я ослабею довольно надолго. Теперь, когда никакие другие техники больше не сработают, единственный вариант — это «Мастер, вы». Выражение лица Хань Ли внезапно изменилось, и, повернувшись, он мрачно фыркнул. Этот человек снова приблизился. Так больше не может продолжаться. Остается только рискнуть. Серебряная луна, услышав это, предпочла промолчать. Хань Ли глубоко вздохнул и так быстро сделал несколько жестов заклинания руками, что его руки словно размылись. В тот же момент его тело начало пульсировать лазурным светом, и внезапно из него высвободилось невероятное духовное давление. Затем он выплюнул изо рта туман алой крови. Туман рассеялся по воздуху и просочился в лазурный свет, окружавший его тело, превращая его в демоническое соединение малинового и голубого света. Вскоре руки и лицо Хань Ли стали темно-красными, а из его кожи стали вырываться нитки малиновой крови, создавая ужасное зрелище. Хань Ли, похоже, не обратил на это особого внимания и продолжил формировать жесты заклинания руками с невероятной скоростью. Выплюнув еще 2 глотка сущности крови, Хань Ли полностью окутал себя кровавым туманом и стал в нем практически невидим. В этот момент издалека в небе появилось яркое сияние. 3 серебряных световых шара, внутри которых можно было разглядеть силуэты людей, медленно приближались к Хань Ли. Это был божественный мудрец Чжун и 2 его воплощения. Хотя они двигались с невероятной скоростью, их одежда плавно развивалась на них. В одно мгновение они уже преодолели расстояние более 400 метров и уже могли видеть Хань Ли невооруженным глазом. Один из мужчин воскликнул от удивления, но вскоре нахмурился. Лазурно-малиновый кровавый туман внезапно вспыхнул ослепительным светом. Зависнув в небе, Хань Ли холодно взглянул на входящего мауланского божественного мудреца и развернул свои грозовые крылья. В следующее мгновение вокруг него исказилось пространство, и фигура Хань Ли исчезла из виду. Внезапно раздался пронзительный звук и исчез так же внезапно, как и появился. Все 3 ученых удивленно переглянулись между собой, а затем слились в одного человека по вспышке серебряного света. Он тут же закрыл глаза и высвободил свое духовное чутье в том направлении, в котором раздался пронзительный звук. Ученый взглянул туда, где исчез Хань Ли, и обнаружил неожиданный сюрприз. Что это за техника движения, которая может преодолевать 50 километров в одно мгновение? Оно похоже на кровавое движение крови дьявольского да, но расстояние слишком невероятно. Преследуя Хань Ли в течение нескольких дней, божественный мудрец и так был немало удивлен тем, что ему пришлось преследовать его несколько дней без отдыха. Даже если бы культиватор ранней стадии зарождающейся души был способен к молниеносному движению, его магическая сила должна была уже давно истощиться. Такое долгое преследование было невозможно без какого-либо небесного сокровища, которое могло мгновенно восстанавливать магическую, или такой техники, которая истощалась от жизненной силы. Теперь, когда Хань Ли использовал необычную технику движения, оказалось, что до этого он еще не показывал своей силы. Но это было неважно, поскольку, хотя он и переместился на 50 километров, божественный мудрец Чжун все еще мог отслеживать его своим духовным чутьем.
Ему бы понадобилось совсем немного времени, чтобы снова догнать его. Не успел ученый подумать об этом, как он вдруг прищурился и снова окинул Хань Ли своим духовным чутьем. С холодной ухмылкой на лице его тело засветилось белым светом, и он снова отправится в погоню. Но в этот момент ученый вдруг почувствовал, как аура Хань Ли снова загадочно исчезла. Будучи в шоке, он остановился. Он внезапно подумал о чем-то и поспешно увеличил радиус поиска своего духовного чутья в 2 раза, и только тогда заметил Хань Ли. Однако, прежде чем он успел отправиться в погоню, аура Хань Ли снова исчезла. На этот раз ученый просто замер на месте с выражением удивления на лице. Хотя его духовное чутье было очень мощным, радиус его был не более 100 километров. Он мог насильно увеличить свое духовное чутье, чтобы примерно отследить его, но за его пределами он уже не мог никого отследить. Разумеется, ничего необычного не произошло. Хань Ли ждал, что мудрец попытается отследить его духовным чутьем. Хань Ли был поистине хитрым противником. В тот момент, когда он почувствовал, что духовное чутье божественного мудреца проходило мимо него, он использовал эту странную технику передвижения несколько раз подряд и ускользнул. Возможно, это был первый раз за многие годы, с тех пор, как научный человек кому-либо проиграл. Он был великолепным мулянским божественным мудрецом. Как только стало известно, что культиватор ранней зарождающейся души смог сбежать от него, его репутация сильно потускнела. Однако у него не было намерения немедленно продолжать погоню. Без какого-либо духовного отслеживания, наряду с необычными приемами Хань Ли, было бы трудно отследить Хань Ли снова, даже с использованием секретных приемов. Не говоря уже о том, что он уже потратил впустую несколько дней, преследуя Хань Ли. Он не мог продолжать погоню, особенно учитывая неопределенность успеха. В конце концов, поскольку появился божественный мудрец, другие культиваторы поздней стадии зарождающейся души небесного южного региона не могли оставаться без дела. Ему нужно было вернуться и присоединиться к другим мауланским божественным мудрецам, чтобы продолжить подготовку. Если бы их совместно атаковали вражеские культиваторы поздней стадии зарождающейся души, это было бы чрезвычайно опасно. Немного подумав об этом в беспокойном настроении, его лицо стало угрюмым, и он полетел назад в направлении от того места, откуда пришел. В мгновение ока он исчез из поля зрения. На расстоянии в 150 километров Хань Ли летел по небу в виде полоски лазурного света в другом направлении от предыдущего. Он постоянно вынимал бутылки с лекарствами и принимал лекарственные таблетки для восстановления жизненной силы. Его цвет лица был бледным, а глаза — вялыми. В голове Хань Ли раздался голос Серебряной Луны: «Мастер, вы в порядке?» Использовать кровавое теневое уклонение 3 раза подряд было действительно опасно. Если бы небольшое количество лекарственных таблеток по пути, третье использование техники было бы. Ничего. Хотя я потерял много сущности крови, к счастью, в прошлом я уточнил несколько лекарственных таблеток. Приняв их и хорошенько отдохнув в течение нескольких месяцев, уровень моей культивации будет полностью восстановлен, медленно ответил Хань Ли. Его голос был уставшим. Услышав это, Серебряная Луна вздохнула и спросила в нерешительности: «Вы собираетесь вернуться в город парящих небес?» Хань Ли еле выговорил: «Конечно, нет. С нынешней ситуацией я должен, по крайней мере, восстановить свой уровень культивации, прежде чем вернуться в Союз 9 наций. В противном случае секция Духовного Призрака и все другие враги могут сплести заговор против меня. Я не могу так рисковать. К счастью, мне не нужно искать область с духовыми венами, учитывая эффективность лекарственных таблеток. Мне просто нужно найти необитаемую территорию и отдохнуть какое-то время. Кроме того, облачные бамбуковые мечи по-прежнему испорчены лазурным огнем из медной лампы. Хотя я использовал высшее пурпурное пламя, чтобы сдержать его, мне стоит подумать о том, как избавиться от этого пламени полностью, пока не стало слишком поздно». Серебряная Луна улыбнулась и сказала: «Эта медная лампа была племенным сокровищем Мауланей, поэтому она должна быть близка к призрачному «да». Я уверена, что вы полностью сможете уничтожить это пламя. Высшее пурпурное пламя обладает поистине невероятными способностями». Хань Ли горько улыбнулся и спокойно ответил: «Со временем я смогу решить все эти проблемы». Сказав это, Хань Ли замолчал, экономя оставшуюся духовную силу в своем теле, чтобы лететь быстрее. Спустя день интенсивного полета Хань Ли приземлился в ничем не примечательную долину. Мауланский божественный мудрец не должен был искать его так далеко. Он огляделся несколько раз и обнаружил 2 подходящих лысых холма. Эти холмы были не только полностью лишены какой-либо духовной силы, они также были совершенно лишены какой-либо растительности, в результате чего их невозможно было отличить от других холмов в этом районе. Хань Ли осторожно сместил свое духовное чутье в радиусе 50 километров.
Обнаружив, что поблизости нет культиваторов или воинов-заклинателей, он почувствовал себя в безопасности и выпустил серебряную луну. Маленькая серебряная лисица тогда подчинилась приказу Ханьли без каких-либо возражений и закружилась вокруг него, высвобождая желтый свет и обволакивая им Ханьли. В мгновение ока она спустила Ханьли вместе с собой вглубь холма. Долина снова опустела. Когда Ханьли очутился в центр холма с помощью техники движения серебряной луны, он использовал свой лазурный меч Ци, быстро вырезав грубую комнату шириной в 10 метров. Мгновенно Ханьли вошел в нее и сел, скрестив ноги. Вскоре после этого Ханьли открыл глаза, и вокруг него начал вращаться лазурный свет. Перед ним появилось более 10 бутылочек различного размера. Ему нужно было сначала усвоить лекарственные таблетки, которые он принял, прежде чем принять другое лекарство. Таким образом, он спокойно уединился, восстанавливая свою жизненную силу. Однако Ханьли не ожидал, что его жизненной силе будет нанесен такой ущерб. Количество времени, которое ему нужно было для восстановления его жизненной силы, требовалось намного больше. Он стал усиленно медитировать и сосредоточился на выздоровлении с помощью лекарственных таблеток. В мгновение ока пролетело около полугода, пока Ханьли оставался в центре холма. Однако за это время во всем мире произошло множество изменений. Битва не на жизнь, а на смерть между культиваторами и воинами-заклинателями была совсем рядом. Без ведома Ханьли его слава как старейшины Ханя секты дрейфующего облака повсеместно распространилась не только среди культиваторов Небесного Южного региона, но и среди воинов-заклинателей. Всякий раз, когда они слышали его имя, никто не осмеливался говорить о нем с презрением. Его репутация была сравнима с культиваторами средней стадии зарождающейся души и уже была хорошо известна. Глава 748. Возвращение. После битвы в горах Желтого Дракона трое мауланских мудрецов взяли на себя инициативу и возглавили боевые действия. Всего за полмесяца они уже продвинулись в сторону города Парящих Небес. Союз 9 наций был захвачен врасплох, и ему ничего не оставалось, кроме как дожидаться своих врагов в одиночестве. К счастью, великий старейшина Союза 9 наций, Вэйвуэ, один из 3 великих культиваторов в Небесном Южном регионе, поспешил в город, как только услышал об этом. Благодаря мощной защитной формации города он смог продержаться в осаде целый месяц. Тем не менее, город столкнулся с объединенной мощью 3 божественных мудрецов, нескольких культиваторов в черном и 8 гигантских зверей. Таким образом, великая формация не продержалась много времени, и город Парящих Небес попал в руки воинов-заклинателей. Но, к счастью для Союза 9 наций, большинство своих сил из города они успели переправить в соседние страны Юэ и Билян. В то время как раз прибыло подкрепление от праведного и дьявольского Даа, а также от Альянса Небесного Даа. С 4 объединенными сверхдержавами Небесного Южного региона им удалось временно сдержать натиск армии Маулани после нескольких небольших сражений. Однако было ясно, что ни одна из этих битв не была настоящей битвой не на жизнь, а на смерть. После того, как Маулани захватили город, он сразу стал первым оплотом на Небесном Южном региона для воинов-заклинателей. Бесконечный поток воинов-заклинателей начал проникать в Небесный Южный регион с долины Мауланей. Каждая из племени Маулани отправляла свою элиту в надежде, что они смогут занять Небесный Южный регион, кроме величайшего племени Маулани, племени Золотого Солнца, которые наблюдали за перемещением парящего племени в долине Мауланей. Как только Маулани закончили собираться вместе, они начали вести ожесточенные битвы. Конечно, Небесный Южный регион не мог оставить все, как есть. В дополнение к силам 4 сверхдержав, мелкие секты также посылали людей для участия в битвах. Даже несколько бродячих культиваторов участвовали в боевых действиях, зная, насколько важно предстоящее сражение. Даже различные кланы Небесного Южного региона проявляли инициативу и отправляли свои силы для поддержки во время битв. Благодаря этим силам 4 сверхдержавы тут же продвинулись к границе государства Билян и государства Юэ. Благодаря использованию великих формаций они смогли за ночь построить огромный каменный город, чтобы использовать его как крепость против воинов-заклинателей. За это время они также договорились с различными сектами и бродячими культиваторами в своих армиях, чтобы прогнать Маулани с Небесного Южного региона за одну битву. Словно затишье перед бурей, битвы между обеими сторонами прекратились, и они воспользовались этой возможностью для дальнейшей подготовки. И за это время подвиги Ханьли в горах Желтого Дракона уже распространились повсеместно. Конечно, он не мог знать, что в той битве выжил не только он, но и старик Ма. Тем не менее, перед лицом техники движения ветра женщины в зеленом, ему пришлось оставить свое смертное тело и вернуться обратно в Союз 9 наций в виде своей зарождающейся души. Культиваторы формирования ядра, участвовавшие в той битве, Иннин и братья Мужун выжили. Но, как только они увидели, что битва проиграна, они сбежали.
Благодаря этим оставшимся в живых, подвиг Хань Ли в убийстве черного культиватора зарождающейся души мгновенно распространился среди других, а его репутация взлетела до небес. Что касается шпиона из секты контроля над призраками Гоу Шуаньпу, его истинная личность была известна только нескольким высокоранговым культиваторам среди сверхдержав. Эта информация не получила широкого распространения. Конечно, то, что действительно увеличило репутацию Хань Ли, это факт того, что ему удалось сбежать от воплощения божественного мудреца Мауланей. По возвращении божественного мудреца в армию его неспособность убить Хань Ли вызвала большое волнение среди воинов-заклинателей. Мужчина в одежде ученого высоко оценил способности Хань Ли, чтобы не ударить в грязь лицом, оценивая его способности немного выше, чем у культиватора средней стадии зарождающейся души. Естественно, никто не сомневался в словах божественного мудреца. Помимо множества способностей, которые Хань Ли проявил в битве с женщиной в зеленом по имени Ле и его предыдущей победы над культиватором племени Небесного Ветра Му, в результате разрушения его физического тела, его репутация среди армии воинов заклинаний была даже выше, чем среди культиваторов Небесного Южного региона. Конечно, эта информация в конце концов проникла и в Небесный Южный регион и подняла большой шум. Разумеется, другие культиваторы зарождающейся души заработали себе репутацию таким же образом. В конце концов, истинные способности культиватора могут быть измерены только в бою. Через полгода Хань Ли наконец вышел из своего уединения в долине государства Юэ. Фэн То был воином-заклинателем на стадии заложения основ из небольшого племени Мауланей. Хотя среди своих людей его воспринимали как бессмертного мастера, в городе парящих небес он был простым пехотинцем. В настоящее время он находится в крепости на границе штата Бэйлон. Он патрулировал территорию площадью более 100 километров с группой воинов-заклинателей стадии уплотнения Ци между крепостью и городом, чтобы предупредить о любых внезапных нападениях культиваторов Небесного Южного региона. Через полдня его должен был сменить другой воин-заклинатель. Фэн То задумался на мгновение, подумав о десятках духовных камней, которые ему удалось заполучить за последние 2 дня. С этими духовными камнями он почувствовал уверенность в том, что сможет прорвать узкое место до средней стадии заложения основ. Он испытывал предвкушение перед тем, чтобы вернуться назад к культивации и стать сильнее перед следующей битвой. Если бы он смог получить несколько достоинств в предстоящем сражении, его бы наградили еще большим количеством духовных камней. Предаваясь своим фантазиям, этот воин-заклинатель медленно летел на своем магическом инструменте в сторону воинов-заклинателей стадии уплотнения Ци. В этот момент он пролетал над ничем не примечательной скалой. Пролетая над ней, он вдруг заметил, как из скалы вышла вспышка лазурного света. Во вспышке лазурного света ему удалось разглядеть силуэт юноши в возрасте 20 лет. Этот юноша взглянул на группу воинов-заклинателей с холодным выражением на лице. Как только Фэн То увидел этого юношу, он охватил его своим духовным чутьем, и у него замерло дыхание. Культиватор Небесного Южного региона. Он находится, по крайней мере, на стадии формирования ядра. Я не могу разглядеть уровень его культивации. Быстрее, уходим. Этот человек не тот, с кем мы можем справиться. Фэн То действовал довольно оперативно и поспешно приказал всем остальным отступить. Затем он подбросил в воздух сумку для хранения духовных зверей. В тот же самый момент из сумки вырвалась полоска красного света и развернулась в воздухе, а затем выстрелила в сторону крепости. В этот момент по вспышке белого света появилась женщина в белом. Вокруг нее сверкал красный свет. Она тут же усмехнулась и выпустила ароматный розовый туман, создавая барьер вокруг полоски красного света. Красный свет издал протяжный вопль и исчез, показывая маленькую красную птицу, плывущую в воздухе. Молодая женщина приманила птицу к себе рукой. Увидев это, Фэн То почувствовал, как его сердце ушло в пятки. Не обращая внимания на других, он быстро сделал жест заклинания руками. Его тело тут же засветилось желтым светом, и он мгновенно переместился на несколько километров, используя технику спасения жизни. В этот момент юноша прищурился и холодно фыркнул. Хотя звук, казалось, был обычным, но, когда Фэн То услышал его, у него зазвенело в ушах, его разум затуманился, а земля пошла кругом у него под ногами. Культиваторы стадии уплотнения Ци чувствовали себя ничуть не лучше. В тот момент, когда юноша вдохнул магическую силу, все воины-заклинатели опустились на землю, не в силах стоять на ногах. Между тем, молодая женщина мгновенно приблизилась к Фэн То и подняла его в воздух за шею. Приземлившись перед юношей, она сладко улыбнулась и сказала: «Мастер — это человек и их лидер. Он должен знать немного больше». Излишне говорить, что эти двое были Хань Ли и Серебряная Луна, которые обнаружили, что государство Юэ пало за время их уединения. Они примерно понимали, что произошло. Серебряная Луна уже обследовала близлежащую область и собрала некоторую информацию. Проходя в этом районе, они заметили группу Фэн То. Хань Ли почувствовал, как его сердце дрогнуло,
и он решил захватить группу этих воинов-заклинателей, желая расспросить их о нынешней ситуации и предупредить его от любых хлопот в различных областях, которые мог охранять божественные мудрецы. В сочетании с очаровывающей техникой Серебряной Луны, Хань Ли с помощью его техники сновидений смог легко получить интересующую его информацию. Хань Ли вздохнул с облегчением. 3 божественных мудреца взяли альтернативное направление от охраны границы, но этот рубеж был далек от крепости, которую охранял божественный мудрец и охранялся только мауланским мудрецом. Для Хань Ли с его уровнем культивации не представляло никаких проблем пройти мимо него. Хань Ли взглянул на пленников с хмурым взглядом. Чтобы получить информацию как можно быстрее, Хань Ли использовал силовой метод для извлечения информации, что привело к почти полному уничтожению их разума. Даже если они проснутся, от них останется лишь телесная оболочка. Глубоко вздохнув, Хань Ли сжёг всех их дотла огненным шаром. Затем он поднялся на небо в виде лазурной полоски света вместе с Серебряной Луной. На границе государства Бейлян в отдаленном здании, в недавно построенном городе Первонеба, старший боевой брат Хань Ли, Лу, беседовал с несколькими другими высокоранговыми культиваторами Небесного Южного региона. Однако он выглядел рассеянным, как будто что-то его беспокоило. Поскольку он уже сражался с армией воинов-заклинателей, он уже мог вернуться в секту дрейфующего облака. Однако в секте в настоящее время было только 2 культиватора зарождающейся души. Он не мог допустить, чтобы его старший боевой брат привел учеников секты в эту битву, поэтому он взял на себя инициативу остаться и присматривать за учениками его секты. Конечно, другая причина, по которой он не желал улетать, заключалась в знаменитом старейшине секты дрейфующего облака, старейшины Ханя. Его местонахождение до сих пор было неизвестно. Он беспокоился о том, что Хань Ли на самом деле не повезло, и он уже не смог бы вернуться. Однако Хань Ли уже доказал, что способен убить других культиваторов зарождающейся души и даже сбежать от преследования мауланского божественного мудреца. Старейшина Лу едва мог поверить, что Хань Ли был таким способным человеком. В конце концов, другие могли не знать этого, но он знал, что Хань Ли только что сконденсировал зарождающуюся душу несколько лет назад. Разве он мог за столь короткий промежуток времени разработать такие невероятные способности? Даже мауланский божественный мудрец оценил уровень его способности выше, чем у культиватора средней стадии зарождающейся души. Неужели секте дрейфующего облака действительно достался такой подарок судьбы? Кто знал, возможно, его младший боевой брат Хань был гением, который встречает раз в 10 тысяч лет. В настоящий момент старейшина Лу просто сидел в зале, размышляя об этом, не обращая внимания на то, что говорили другие. Глава 749. Названная сестра. Беловолосый старик, сидевший напротив Луло, вежливо спросил: «Брат Лу, у тебя есть какая-нибудь информация о старейшине Хане?» Это был культиватор на ранней стадии зарождающейся души по имени Сюй Чин Син, старейшина секты Призрачной Воды из Альянса Небесного Да и давний знакомый Луло. Он совсем недавно прибыл в город Первонеба. Немного помолчав, Луло улыбнулся и ответил: «Пока нет новостей». Но похоже, что брат Сюй проявляет большой интерес к брату Ханю. Сюй Чин Син усмехнулся. «Конечно. Судя по твоему тону, похоже, другие тоже спрашивали об этом. В этом нет ничего удивительного. С тех пор, как я прибыл в город Первонеба, меня окружили слухи о старейшине Хане. Культиватор на ранней стадии зарождающейся души смог сбежать от мауланского божественного мудреца. На это не способны и обычные культиваторы ранней стадии зарождающейся души. Кроме того, я также слышал, что господин Хань сконденсировал зарождающуюся душу всего несколько лет назад. Если это правда, то он еще более шокирующая личность, чем я думал». Услышав это слова, другие культиваторы поблизости переглянулись между собой и перевели взгляд на Луло. Их всех интересовали любые слухи о Хань Ли, не говоря уже о том, что он только недавно сконденсировал зарождающуюся душу. Они тоже это слышали, но никто не смог подтвердить этот слух. Луло немного поколебался. Затем, вспомнив, что этот факт уже известен многим людям, он ответил честно: «Это правда. Младший боевой брат Хань действительно только недавно сконденсировал зарождающуюся душу». Весь зал вздрогнул. Несколько человек даже стали задыхаться от удивления. Потрясённый, Сюй Чин Син проговорил с еще большим восхищением: поскольку старейшина Хань обладает огромными способностями в таком молодом возрасте, он, несомненно, имеет большой шанс продвинуться к поздней стадии зарождающейся души. Я должен поздравить брата Лу. Секта дрейфующего облака скоро войдет в эпоху процветания, и в будущем великий культиватор присоединится к рядам нашего Альянса Небесного Да. Остальные чувствовали то же самое и стали говорить слова похвалы Луло. Сам Луло был доволен этим, хотя и старался держаться скромно.
Мужчина средних лет с толстыми, прямыми брови нахмурился и сказал: «Но, брат Лу, хотя старейшина Хань сумел сбежать от божественного мудреца, я боюсь, что его раны должны быть суровыми. Почему он до сих пор не появился? Брат Лу, вероятно, тебе стоит послать людей на его поиски. Если у тебя недостает рук, я могу отправить на помощь учеников из моей секты». В тоне его голоса совершенно не было никаких эмоций. Луло невольно напрягаться, услышав эти слова, но тут же спокойно ответил: «Я точно не знаю, в каком он состоянии, но я думаю, что он просто где-то восстанавливается от травм». Как человек, который прожил несколько сотен лет, Луло смог ясно видеть зависть мужчины среднего возраста. Он был старейшиной самой главной секты Альянсе Небесного Да, секте Плача Феникса. Эта секта состояла из культиваторов-компаньонов Да, которые были способны соперничать с тремя великими культиваторами Небесного Южного региона. Было несколько других причин, по которым они стояли на вершине Альянса. Теперь, когда он услышал, что старейшина секты Дрейфующего Облака, вероятно, сможет войти в позднюю стадию зарождающейся души, его настроение ухудшилось. Судя по его выражению лица, он был действительно обеспокоен чем-то, но никому не мог сказать об этом. В тот момент, как атмосфера стала несколько неловкой, в комнату влетела полоска красного света, к большому удивлению всех присутствующих. Полоска красного света сделала большой круг и направилась к Луло. Луло удивленно приманил к себе полоску красного света, и она опустилась ему на руку. Погрузив в нее свое духовное чутье, на его лице появилось восхищение. Младший боевой брат Хань вошел в город. В настоящее время он находится в лагере моей секты. Я должен уйти, силой подавив свое волнение, он поспешно объяснился и ушел. Остальные были ошарашены на какое-то время, увидев, что он ушел. Они не ожидали, что в этот самый момент появится легендарный старейшина Хань. Сюй Чин Син закрутил бороду и что-то задумчиво пробормотал. Мужчина средних лет выглядел спокойным, но можно было заметить, что выражение его лица стало мрачным. Хотя город Первонеба был построен совсем недавно, именно в нем находились различные секты 4 сверхдержав, и каждая фракция занимала отдельную часть города. Центр города представлял собой общественное место, где жили несколько известных бродячих культиваторов. Альянс Небесного Да был расположен в западной части города, а секта Дрейфующего Облака занимала площадь около 5 акров в самой южной части. Более 200 учеников секты проживали в нем. Среди них было 7 культиваторов на стадии формирования ядра, остальные — на стадии заложения основ, большинство сил секты Дрейфующего Облака. Хань Ли в настоящее время сидел на деревянном стуле в центре главного зала лагеря секты Дрейфующего Облака. Он сидел, подперев голову рукой, со спокойным выражением на лице. Рядом с ним стояло 2 культиватора стадии формирования ядра, мастер горы Огненного Облака, старик в красном, и мастер горы Белого Феникса, женщина по имени Сун. Они оба торжественно и почтительно выжидали приказов с его стороны. В этот момент Луло поспешно вошел в зал и заметил Хань Ли. Он сразу же засиял от радости, как только приблизился к нему. «Младший боевой брат Хан, ты наконец вернулся. Прошло уже полгода с тех пор, как я тебя видел. Я очень волновался». Хань Ли встал и улыбнулся. «Прошу прощения, что доставил столько беспокойства. Я был серьезно ранен, так что мне пришлось скрываться какое-то время. Однако я слышал, что мы потеряли город парящих небес. Так что я тоже волновался за тебя». Хорошо, что ничего плохого не произошло, Луло вздохнул с облегчением, а затем пробежался глазами по залу. «Что? А где другие боевые племянники? Почему они не поприветствовали тебя?» Старик в красном почтительно ответил, отчитываясь перед боевым дядей: «Другие вращаются сегодня». Затем выражение Луло расслабилось. «Вот как, тогда это не поможет». В этот момент Хань Ли сказал с улыбкой: «По возвращении я обнаружил, что стал довольно знаменитым. Можешь мне рассказать о тех слухах, что ходят обо мне? Кажется, их много». Луло усмехнулся. «Я как раз собирался поговорить с тобой об этом». Собираясь продолжить разговор, он вдруг взглянул на старика в красном и женщину. «Вы двое можете уйти. Я собираюсь поговорить с вашим старшим боевым дядей наедине». Они не посмели ослушаться и поспешно вышли. Однако, когда женщина по имени Сун уходила, она странно взглянула на Хань Ли. Хань Ли был несколько озадачен этим, но не стал придавать этому большое значение. С тех пор, как женщина по имени Сун увидела его, ее выражение было странным, как будто она хотела что-то сказать ему. Однако она все еще колебалась. Хотя это и заинтересовало Хань Ли, он не собирался заводить об этом разговор первым. Увидев, что 2 боевых племянника ушли, Луло горько улыбнулся и пожаловался: «Младший боевой брат,
ты потратил немало сил, скрывая свои огромные способности от своего старшего боевого брата Чена и меня. Почему ты не рассказал нам о них раньше?» Хань Ли отрицательно покачал головой и беспомощно сказал: «Старший боевой брат Лу прекрасно знает, что я сконденсировал зарождающуюся душу всего несколько лет назад. Как я мог хвастаться своими способностями?» Луло усмехнулся со странной улыбкой на лице. «Хватит. Тебе больше не стоит скромничать. Хотя наши враги высоко оценили твои способности, вероятно, они переоценили тебя. Однако меня и старшего боевого брата Чена удивило то, как тебе удалось украсть этого культиватора из секты маскирующейся луны. Ты достоин восхищения». Взгляд Хань Ли дрогнул, и он с беспокойством спросил, что. «Вы уже видели Ван Эр?» До того, как Хань Ли и Наньгун Ван ушли, он дал ей нефритовую пластинку, предоставив двусмысленное описание ее личности. Но когда он услышал Луло, казалось, что он уже все знал. Увидев беспокойство на лице Хань Ли, Луло просиял и сказал: «Верно. Фея Наньгун уже все объяснила старшему военному брату Чену. Тебе ни о чем беспокоиться». Хань Ли нахмурился и озадаченно спросил, что старший боевой брат Лу хочет этим сказать. Луло моргнул, а затем с радостью сказал: «Ах, так младший боевой брат все еще не знает». Несколько месяцев назад секта маскирующейся луны внезапно распространила информацию о том, что фея Наньгун пострадала от внутреннего демонического люфта во время культивации и погибла, поэтому ее помолвка с Вэй Личино из секты блуждающего разума была разорвана. Кроме того, старший боевой брат Чен признал Ван Эр своей названной сестрой и собирается сделать вас компаньонами, да. Что скажешь на это, младший боевой брат Хань?» Хань Ли был ошеломлен услышанным. Ван Эр стала названной сестрой моего старшего боевого брата Чена. Все так, как я и сказал. Как только мы прогоним воинов-заклинателей, мы сможем открыто провести церемонию для вас двоих. Даже если у кого-то возникнут какие-либо сомнения, дело уже будет сделано. Кто осмелится искать неприятностей со всего Альянса Небесного Да? Даже если Вэйвуэ лично узнает об этом, ему придется просто игнорировать этот вопрос, поскольку мы были военными союзниками. Кроме того, у тебя теперь тоже есть своя репутация. Ни секта блуждающего разума, ни секта маскирующейся луны, вероятно, не станут обращать на это внимание». Услышав это, Хань Ли замолчал, и на его лице появилось сложное выражение. Затем он слегка вздохнул и медленно проговорил: «Кажется, я много беспокойства принес своим старшим боевым братьям. Я благодарен вас от всего сердца». Простые слова Хань Ли много значили для Луло. Он и его старший боевой брат потратили немало усилий, чтобы завоевать чувства Хань Ли. Судя по этим словам, не было никакой вероятности того, что Хань Ли все еще был привязан к долине Желтого Клена. В проявлении полной близости Луло продолжил: «Хе-хе. Ты ведь наш младший боевой брат, а не какой-то посторонний». «Ах да», леди Наньгун была обеспокоена, услышав, что ты пропал без вести, и хотела прибыть сюда сама. Только благодаря огромным усилиям старшего боевого брата Чен мы смогли удержать ее в секте. В конце концов, здесь могут быть культиваторы из секты блуждающего разума и секты маскирующейся луны, а вы еще не стали официальными компаньонами, да. Было бы лучше, если бы фею Наньгун никто не узнал. Что касается твоей наложницы, я отправлю ее назад в секту, как только появится возможность». Глава 750. Условия. Хань Ли чувствовал, что его беспокоит мысль о том, если Му Пейлин и Наньгун Ван виделись друг с другом. Однако он просто произнес несколько слов благодарности Луло. «Что ты сейчас планируешь делать, младший боевой брат Хань? Согласно договоренностям, тебе больше не нужно участвовать в будущих сражениях из-за нынешних заслуг. Однако несколько дней назад праведная и дьявольская Даа, Союз 9 наций и наш Альянс Небесного Даа провели встречу в отношении военных контрмер, в которой упомянули тебя. Поскольку ты мгновенно убил воина-заклинателя в черном, твои техники, безусловно, способны сдерживать других, подобных ему. Они надеются, что ты сможешь участвовать и в других битвах». Затем на лице Луло появилась нерешительность, но он все же продолжил. Представители Альянса Небесного Даа также считает, что младший боевой брат может стать великим военным достоянием и будет непростительно, если он не будет сражаться. То есть. К удивлению Луло, Хань Ли не выразил никакого гнева. Вместо этого он холодно улыбнулся и сказал: «Я считаю приемлемым продолжать сражаться. Если бы небесный южный регион займут Моулани, это не пойдет на пользу нашей секте дрейфующего облака. Однако, что я должен думать о предыдущем соглашении? Наверняка, они хотят просто отмахнуться словами». Луло горько улыбнулся и сказал: «Конечно, нет. С учетом твоих заслуг в убийстве культиватора в черном и изгнании шпиона Моулани,
Альянс обещает, что будет придерживаться любых условий, которые ты выдвинешь, учитывая, что ты будешь продолжать участвовать в войне. Если эти условия будут выполнены, Альянс готов выплатить любую компенсацию. Выражение лица Хань Ли напряглось на мгновение, но тут же пришло в норму. Они готовы выплатить мне компенсацию. Легко сказать, но мне нужно обсудить конкретные условия с ответственным лицом. Луло улыбнулся и сказал: это тоже хорошо. Я как раз собирался пригласить тебя на встречу с действующими лидерами Альянса Небесного Даа. Они обещали сделать все возможное, что в их силах. Хань Ли улыбнулся и медленно проговорил: спокойно, старший боевой брат Лу. Я не переоцениваю себя и не собираюсь создавать трудности для тебя. Видя, что Хань Ли понимал, что ему следует действовать разумно, он почувствовал облегчение и сказал: младший боевой брат, должно быть, шутит. Нет необходимости уделять внимание мне. Это редкое проявление щедрости от этих стариков. Тебе не стоит сдерживаться. Услышав это, Хань Ли таинственно улыбнулся, но больше ничего не сказал. Затем Луло быстро увел Хань Ли из лагеря секты Дрейфующего облака и направился прямо в официальный зал Союза Небесного Даа. Наши действующие лидеры Альянса Небесного Даа — это коалиция из дюжины старейшин разных сект. Они сменяются каждые 10 лет. Конечно, это не относится к 3 главным сектам Альянса Небесного Даа: секты Древнего Меча, секты Плача Феникса и Учения Небесных Границ. По правде говоря, эти 3 секты сильнее всего влияют на Союз. Среди них секта Плача Феникса — ответвление секты Древнего Меча и Учения Небесных Границ с точки зрения власти. Наверняка ты знаешь о даосистах Фэн Бин и Лун Хане из секты Плача Феникса. Эти компаньоны Даа могут сражаться даже против культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Благодаря им мы можем конкурировать с 3 другими фракциями. Однако, не успел даосист Лун Хань проявить себя, как старейшина Фэн Бин тут же вошла в уединение, как только прибыла в город Первонеба. Кажется, она находится в решающей стадии культивации какой-то секретной техники. Если ты поговоришь с действующими лидерами Альянса, которые в настоящее время находятся в городе, они, безусловно, согласятся на твои условия. Стоит сказать, что старейшина Лун Хань в настоящее время входит в число 3 действующих лидеров в городе. Пока Луло и Хань Ли шли к залу, Луло рассказал ему о лидерах Альянса Небесного Даа. Часть этой информации была новой для Хань Ли. Таким образом, он просто кивнул и продолжил слушать молча. Официальный зал Альянса Небесного Даа был расположен в центре западной части города. Спокойно прогуливаясь, Хань Ли и Луло вскоре прибыли к нему. Посреди множества башен расположился впечатляющий каменный зал. Узнав Луло, культиваторы стадии заложения основ, охранявшие зал, почтительно поприветствовали его. Один из них шагнул вперед, сказал: «Приветствую старейшину Лу. С кем именно вы желаете увидеться? А кто этот старший?» Охранники в нерешительности взглянули на незнакомое лицо Хань Ли. Луло со спокойным выражением на лице сказал: «Это старейшина моей секты Хань, и мы пришли к старейшине Луну и остальным». «Ах, это старейшина Хань. Пожалуйста, подождите». В настоящее время старейшины находятся на заседании в зале. Я немедленно сообщу им. Культиватор стадии заложения основ с удивлением взглянул на Хань Ли, а его выражение стало более уважительным. Было ясно, что он знал о репутации Хань Ли. Вскоре культиватор вынул талисман передачи звука и что-то прошептал в него, а затем подбросил в воздух. Вскоре после того, как он выстрелил внутрь, превратившись в полоску красного света, из зала послышалось 3 мелодичных звона. Когда охранники услышали это, они тут же поклонились. «Пожалуйста, проходите, господа старшие. Старейшины уже знают, что вы прибыли». Луло кивнул и смело вошел в зал. Хань Ли спокойно последовал за ним. Пройдя через несколько коридоров, Луло привел Хань Ли в боковую комнату, где в настоящее время сидели 6 культиваторов зарождающейся души. Когда они вошли, все 6 переглянулись между собой. Однако большинство взглядов присутствующих были сосредоточены на Хань Ли. Каждый из их культиваторов был необычным, но когда Хань Ли посмотрел на них, его внимание привлек мужчина средних лет, который сидел в центре комнаты. Он был в серой одежде и довольно высоким, а его внешность была странной. Уровень его культивации был на средней стадии зарождающейся души, но между ним и другими культиваторами его ранга была существенная разница. Он был всего в шаге от входа в позднюю стадию зарождающейся души. Сердце Хань Ли дрогнуло, поскольку он сразу понял, что это был старейшина секты Плача Феникса Лун Хань. Неудивительно, что с таким высоким уровнем культивации он мог сразиться с культиваторами на поздней стадии зарождающейся души вместе со своей женой. Сначала Хань Ли считал, что слухи об этом были преувеличены, но теперь он понимал, что все было правдой. Пока остальные молчали, мужчина средних лет встал с сияющим выражением на лице и поприветствовал их.
брат Лу, это, должно быть, старейшина Хань. За последнее время мы уже наслышаны о твоей громкой репутации». Хань Ли еще раз оценил старейшину и улыбнулся в знак приветствия. «Должно быть, ты старейшина Лун Хань. Я также наслышан о твоей репутации». Сидевший рядом с Лун Ханем старик с бледным лицом полушутя сказал: «Если мы говорим о репутации, то репутация господина Ханя создала большую шумиху в последнее время. Репутация Альянса Небесного Да также возросла вследствие этого. Ты, должно быть, шутишь. Могу ли я узнать твое имя?» Хань Ли уже заметил этого старика, поскольку он был единственным культиватором средней стадии зарождающейся души в комнате, помимо Лун Ханя. Хань Ли не осмеливался его игнорировать. До того, как старик смог ответить, Лу Ло бросился представить его. Младший боевой брат Хань — это брат Куан из учения небесных границ. Его небесное земное искусство неоднократно сотрясало весь континент на протяжении нескольких сотен лет. Удивившись, Хань Ли сказал: «Вот как, значит, это брат Куан. Я также наслышан о тебе». Слова Хань Ли не были ложью. Этот старик был поистине знаменит и был вторым по силе в Альянсе Небесного Даа, помимо пары Лун Ханя и его спутницы. Конечно, старейшина Чен секты дрейфующего облака неоднократно упоминал о них в прошлом, но Хань Ли не думал, что он действительно встретит их. Затем Лу Ло представил других культиваторов Хань Ли. Они не представляли собой ничего примечательного, кроме старейшины секты Древнего Меча, уродливого человека по имени Тянь, которого Хань Ли сразу приметил. После знакомства все сели по местам. Лун Хань усмехнулся и спокойно сказал: «Поскольку господин Хань прибыл в официальный зал, он должен знать о нашем желании твоего участия в войне. По правде говоря, мы нарушили наши предыдущие обещания. Но из-за битвы твои способности окажутся весьма полезными для культиваторов Небесного Южного региона. У нас нет другого выбора. В качестве компенсации мы предоставим тебе материалы, лекарственные таблетки и все, что ты захочешь. Господин Хань, если ты готов, мы можем обсудить это. Мы сделаем все, что в наших силах». Лун Хань заслужил свое звание как культиватор, который правил Альянсом Небесного Даа. Прежде чем Хань Ли мог даже упомянуть, зачем он пришел, он уже взял на себя инициативу извиниться перед Хань Ли. Если бы он раскрыл свои возражения, он оказался бы в плохом положении. Однако Хань Ли не рассердился. Сбежав от рук маланьского божественного мудреца, он доказал, что у него достаточно сил, чтобы сохранить свою жизнь в наихудшем исходе битвы. Поскольку он не беспокоился о своем выживании, у него не было повода для недовольства. Скорее, он почувствовал, что это редкая возможность. Хань Ли задумался на мгновение, а затем сказал: «Поскольку брат Лун сказал это, я не буду возражать против продолжения моего участия в войне. В конце концов, я понимаю, что это война ради выживания Небесного Южного региона. Однако есть некоторые вещи, которые мне потребуются от Альянса Небесного Даа. Поэтому я прямо воспользуюсь этой возможностью». Хань Ли проговорил это спокойным тоном. Он знал, что эти старые эксцентрики были чрезвычайно хитрыми, и считал, что легче обращаться с такими вопросами напрямую. Как и ожидалось, его честные слова положительно отразились на большинстве культиваторов в комнате. Культиватор по имени Кун был особенно счастлив и тут же сказал: «Мне очень нравится прямолинейность господина Ханя. Не стесняйся, расскажи о твоих условиях. Мне очень любопытно». Выражение на лице Лун Ханя несколько раз дрогнуло, а затем он молча улыбнулся. Что касается остальных, все они взглянули на Хань Ли, задаваясь вопросом, чего он хотел. С безразличным выражением Хань Ли спокойно сказал: «Все довольно просто. Я надеюсь получить поддержку от Альянса, чтобы помочь мне найти определенный материал для создания инструмента. Не буду скрывать это от вас, этот элемент очень важен для меня. Если вы сможете собрать эти предметы для меня до Великой битвы, я буду больше уверен в том, что смогу одолеть этих культиваторов в черном. Материал для создания инструмента». Услышав это, все переглянулись между собой, но никто не был удивлен. Все они знали, что драгоценные материалы было трудно найти. Почему Хань Ли не хотел использовать эту возможность, чтобы найти их?